Когда я говорю, что живу в Мексике, вопрос почти всегда один и тот же. А картели? Иногда даже без «здравствуйте». По реакции кажется, что люди представляют себе Мексику как одну большую зону боевых действий, где по улицам ездят пикапы и все постоянно, все куда-то бегут постоянно. Давайте сразу договоримся, это видео не про все безопасно и не про все ужасно. Это видео про реальную картину с картой, фактами и без вот этих киношных фантазий. Самый большой миф, что картели охотятся на обычных людей и туристов. В реальности картели – это организованная криминальная преступность, бизнес, не хаос, не уличная анархия, а именно какой-то бизнес. И бизнес, как вы понимаете, не любит внимания, особенно там, где деньги приходят от туризма. Если город живет за счет туристов, иностранцев, инвестиций, последнее, что там нужно, это лишнее внимание. Поэтому картели – это не про страшно выйти на улицу из дома, это про зоны, маршруты и совершенно другую реальность, в которой обычный человек просто не заходит. Вот здесь начинается момент, который почему-то все игнорируют. Мексика – это огромнейшая страна. Сравнивать ее целиком – это как говорить, что вся Европа вот одинаковая. На карте видно очень четко. Есть штаты с повышенным уровнем риска. Чаще всего это транзитные регионы, приграничные зоны, места без туристической экономики. Там действительно могут быть проблемы. И да, я бы туда не поехал просто поглазеть. Опасными штатами в Мексике считаются не все, а конкретные регионы. В первую очередь это Тамаулипас, приграничный штат, где транзитные маршруты и почти что нет туризма. Мичоакан, сельские зоны, конфликты, обычным туристам там просто нечего делать. Герреро, за пределами курортного Акапулько ситуация может быть нестабильной. Синалоа, историческое присутствие картелей, пример того, что криминал не равно хаос на улицах, но регион сложный. Сакатекас, транзитный штат, часто фигурирует в статистике насилия. Колима – небольшой штат, но с очень высоким уровнем преступности на душу населения. Гуанахуато – промышленный регион, проблемы, связанные с локальным криминалом, не туристическая история. Но теперь посмотрим на туристические регионы – Кинтана-Роо и Юкатан. Курортные города, где другая логика, другие деньги, другой контроль и совсем другие приоритеты. Говорить в Мексике опасно – это все равно, что сказать в США опасно и показать только Детройт в плохом районе. Плая-дель-Кармен, Канкун, Тулуп – это не случайные города, это витрина страны. Здесь живут туризм, сервис, инвестиции. Здесь безопасность не благотворительность, а необходимость. Это не значит, что здесь идеальный мир и ничего никогда не происходит, но это значит, что обычный человек, который живет нормальной жизнью, не ходит ночью искать приключения на пятую точку и не лезет в криминал, просто не пересекается с этим миром. В реальности моя повседневная жизнь здесь спокойнее, чем в некоторых районах крупных городов США или Европы. Интересно, что про Мексику часто говорят так, будто в других странах проблем вообще не существует. В США вон стрельба, в Латинской Америке свои приколы, в Европе свои районы опасные, куда вам местные не посоветуют заходить. Но почему-то только Мексику часто выставляют как единый кошмар, хотя реальность намного проще. Люди живут, работают, водят детей в школу, обсуждают кофе, жалуются на аренду, ну и всякие обычные бытовые вещи. Потому что повседневная жизнь и заголовки новостей – это разные вещи. Скажу честно, если вы не лезете в криминал, не ищете острых ощущений, не путаете отпуск с фильмом Netflix, то вы не целевая аудитория картелей. Самые громкие истории почти всегда связаны либо с криминальными разборками, либо с очень конкретными ситуациями, которые не имеют отношения к обычной жизни. Мексика не идеальная страна, но и не та, которую вы ее знаете. Здесь важно не обобщать и не верить в мифы, а смотреть на конкретные места, конкретные районы и конкретный образ жизни. Самый опасный миф – думать, что вся страна может быть одинаковой. А реальность, как обычно, намного спокойнее и намного сложнее. И как обычно, увидимся на новом месте.